Знаете, бывают такие дни, когда все идет не по плану. И этот поход был одним из таких. Сначала нас подвела погода с резко поднявшимся сильным ветром. Потом выяснилось, что моя любимая камера GoPro решила взять выходной. И она то снимала картинку без звука, то наоборот, звук без картинки. Хорошо, что с собой был телефон, и, несмотря на все проблемы, у меня получилось снять это видео. Как вы уже, наверное, заметили, в этот раз я не один. А вот этого парня зовут Евгений. И именно он был инициатором данного похода с посещением 2 землянок. Правильный маршрут никто из нас не знал. Поэтому в некоторых моментах приходилось выбирать дорогу наугад. Тем не менее, судя по нашим данным, мы приближались все ближе и ближе к цели нашего похода. Периодически приходилось делать небольшие остановки для того, чтобы восстановить дыхание после подъемов и спусков по горной тропе. Наблюдая красоту осеннего леса, мы обратили внимание на малое количество берез. Поэтому при первом удобном случае набрали сухой бересты в надежде, что сегодня будем топить печь в уютной землянке. Так, ну раз мы одну землянку уже нашли, сейчас пойдем сразу посмотрим, спустимся к той, которая находится пониже, метров 200-300, навигатор показывает. Насколько это правда непонятно, потому что здесь тропы что-то особой уже такой нету. Сейчас по ней, по овражку идем, по оврагу. И потом подниматься где-то будем. Ну я даже не знаю, где подниматься, пока я ничего не вижу похожего на землянку, на грот, на пещеру. Спускаясь по оврагу, приходилось пробираться через чистокол поваленных деревьев. Совершенно точно, что это не было похоже на тропу, ведущую к укрытию, построенному в пещере, которую посещает большое количество людей. В такие моменты в голову всегда закрадывается сомнение: а верной ли дорогой ты идешь? Стою, короче, с навигатором, стоим, обсуждаем, где землянка, ищем, смотрим, что-то на горы рассматриваем. Я там пещеру он увидел. А потом что-то думаю, а может вообще на ней стоим, то есть показывает, что она где-то рядом. А тут, а вон труба. То есть мы уже, оказывается, на крыше стоим, на землянке, на этой грот, или как она называется. Ну что, спускаемся тогда? А может Че? без рюкзаков попробуем? А, ну конечно, да, давай без рюкзаков сейчас. Ну да, такая атмосферка здесь. Очень сыро и влажно. Печка хорошая, смотри, какая зато. Печка шикарная. Бочка туда дров накидать можно много. Ну-ка. Что-то подклинивает даже. Ага. Ржавое все. Ну да. Проржавело уже немножко. А вот тут вообще какой-то лаз. Глубокий лаз туда вот идет. Так вот залезешь и не вылезешь оттуда. О, ножовка. Ты говоришь, это походного оптимиста? Да, он тут обставлял. Он оставлял. Он обставлял. Я в то что-то вот в эту землянку уже давно смотрел его видео и не помню даже. Прикольно. А вот еще что-то здесь. А, шампура. Шампура, да. Шашлычки. Огромный лежак. Человек, наверное,
4 даже при желании могут поместиться. Вот. Не, прикольно в пещере, конечно. Но сырость. Сырость какая-то, влажность непонятная. Ну и плюс ко всему вот так вот. Лежишь, ночью по башке отвалится кусок. Но в целом прикольно, необычное местечко. Мне нравится. Вещи сушить можно. А где градусник тут был? Вот под этой шампурами. Ага. Ну да, смотри-ка, 11 даже. Даже больше, чем я. Мы надышали. Потому что мы зашли, здесь было 10. Вот пока находимся, мы, наверное, надышали. Уже 12 почти там. Ну, бочка толстенная, там металл, я не знаю, 5, наверное, да? 5 или 4 толстая. Да я говорю, такая прогорать будет долго. Не, 5, дверь 5. Нормально. Ее бы вот по-хорошему перевернуть, то есть не вот стоячую, а вот наоборот, чтобы она лежала, тогда прям туда загрузка такая была бы дров. Да. Нет, так местечко симпатичное, конечно. Но здесь вид прикольный, вот. Вид прикольный, да. Вообще кайф. Вон и речку видно, Волгу. Склон. О, маркер тут есть. Кастрюля. Ну, стол такой здесь. Есть и есть, как бы. Мне кажется, он все-таки не очень функциональный. Ну, а там можно использовать как шкаф. Как полки в шкафу, да, то есть какие-то вещи сюда разложить. А можно вообще как лежак в спальнике туда залезть, каремат постелить. И вон как лестница такая, раз, ступенька, и туда, хоп. Может, и делали так как-то. Да вот, наверное, так и есть, да, мне кажется. Ну, среднего роста человек там поместится. Правда, потолок будет давить. У кого клаустрофобия. Вообще не осыпается потолок. Ну, да. Не, давить в смысле психологически, да. Да-да-да, слушай, это как спиртовка, по-моему, туда наливает спирт, я видел, да. Да, как горелка можно подогревать что-то. Прикольно. Ну, здесь, знаешь, что мне нравится? Площадь, конечно, огромная. Прям, да. Вот так вот вчетвером идешь там. Да. Ну, имею в виду, и вообще просто вот сесть, как-то разложиться удобно. Да и с такой печкой, мне кажется, она тут нормально нагревает. Когда первое впечатление, когда зашел, мне что-то показалось слишком неуютно. А вот уже минут 5-10 находишься, уже ничего, Да. так привыкаешь, уже нормально. Сейчас Вот не лень было кому-то делать, бревна выкладывать. Да. Согласен, да. Не, ну знаешь, здесь вот объем работы, кстати, еще не такой большой. Ну, вот такую тяжеленную печь, это сюда приволочь как-то по оврагу этому. Ну слушай, печь, мне кажется, он по реке сюда приволокли вон. А на метров 300 все равно тащить, ей пришлось сюда в горку. Ну, я бы, конечно, здесь полы бы все-таки постелил. Да, и теплее будет от земли. И мыши там будут бегать под полом. Опять. Тут благоустроить, то да. Да, интересная, необычная землянка такая, но в любом случае сейчас поднимемся наверх, посмотрим ту. Мне кажется, она даже будет, возможно, поинтереснее. Все-таки здесь пещера, какая-то сырость, влажность определенная есть. Но здесь огромная печка, в которой можно закинуть очень много дров. То есть есть и свои плюсы, и свои минусы. Ну и еще плюс ко всему в низине находится, то есть не продувается ветром это место. Ну, пойдемте посмотрим все-таки ту землянку, поднимемся, не поленимся. После затяжного подъема в гору мы наконец подошли ко второму домику, который изначально нам показался оазисом комфорта в этом невероятно красивом, но в то же время сильно продуваемым ветром месте. Когда я открывал дверь, меня волновал лишь один вопрос. Не занята ли землянка другими туристами, пришедшими сюда переночевать?
Но нам повезло. Внутри никого не было. И, конечно же, побросав наши рюкзаки, мы быстрее решили затопить печь и отогреться после долгого пути. Да, конечно, эта земляночка поуютнее, нежели та. Срубовые такие бревна, прям такие конкретные тут стены сделаны. Я не знаю, диаметр, наверное, сантиметров 25-30. На совесть. Вот это вообще сколько? Ёлки-палки, с полметра, охренеть. Где такие еще деревья тут нашли? А самое главное, найти еще и принести, дотащить. Объем работы колоссальный. Уютненько. Печку затопили. Сразу прям тепло пошло. И даже, я бы сказал, уже жарко. Буквально 15 минут. Но тут и печь сама по себе такая объемная, добротная. И дрова, плюс ко всему, здесь дуб. Вон уже лежат. Наколотые, правда, немного. Но мы сейчас пойдем напилим, чтобы здесь сделать небольшой запас. Ну и нам на ночь в первую очередь, и также тем, кто придет сюда впоследствии после нас. Да, ну жарко прям быстро становится, да? Да. Офигеть, сколько, 15 минут, наверное, даже меньше, наверное, топится прям. Сколько уже? Заходили было 10, уже 14. Обалдеть. Тут, мне кажется, сейчас тридцатник будет, Да, через вот на одной полчасика. закладке. Обалдеть. Да, тут прям совершенно мне нравится. И тут даже хочется остаться. А когда заходишь сюда, прям вот этот запах какого-то деревенского дома, да, которому там уже лет 15, может быть 20. Я не знаю, сколько этой землянки лет, но запах прям невероятный. Сейчас, конечно, начало помещение просушиваться, и чуть-чуть уже вот этот аромат легкой сырости, легкой влажности уходит. Но, тем не менее, атмосфера тут прям такая обалденная. А еще когда представляешь и понимаешь, что ты находишься на вершине, ну пусть не маленькой, но горы, а если выйти на улицу, там вообще ветер, то прям, да, чувствуешь себя очень уютно и комфортно здесь, находясь в таком тепле. Ну, мне еще здесь нравится, все так устроено классно. Какие-то картины висят, да, там что-то с 8 марта кто-то кого-то поздравляет. Карта нашей Самарской области. Ну, все по уму. И градусник есть. Видите, кстати, тетрадка для записи. Сейчас мы ее посмотрим. Где-то она там лежала. Да, сейчас мы ее возьмем и почитаем, что там пишут вообще. Полы здесь нормальные. Это тоже, конечно, радует. Дверца маленькая. Ну, вообще, я вот сторонник маленьких дверей. Чем меньше дверь, тем меньше тепла уходит наружу. Ну, это чисто субъективное мое мнение. Кто-то может с ним не согласиться, но мне вот нравятся маленькие двери. Так, конечно, залазить не очень удобно, но зато сидишь, и тебе тепло, и оно не уходит никуда. Ну, а да, вон там ветрище за окошком. А топор тут конкретный. Это не топор, это, я не знаю, топорище. Тяжелый, зараза. Он вообще цельнометаллический. Ну, не цельно, да, тут приварили вот шов. Но ручка металлическая. Не знаю, таким топором. Ну, в поход я бы точно такой не взял. Весит он килограммов, наверное, ну, 8, 9, 10. Вот так вот, прям прилично. Не знаю, как им дрова колоть.
Мне кажется, от одного замаха дрова просто испугаются и сами расколются нафиг. Пожалуй, дверь надо открыть, а то жарко. Представляете, еще даже чайник даже закипать не начал, а температура уже 21. То есть мы сюда пришли, было 10 градусов. Печку затопили, было 10. И там за 15 минут уже взлетело 21. Небольшой порядок навести надо. Прикольно. Класс. Еще и столик здесь откидной. Ну, мы, в принципе, об этом знали, что он здесь есть. Сейчас ждем, как чайничек закипит. Да, начинает шуметь. О. Вот. А чем это все резать? Вот теперь я готов к чаепитию. Вот, что он тут леет? Ведро, которое в той землянке было, в нижнем, вот его бы сюда как раз. Здесь его поставил, и вот тебе баня. Ну, единственное, видишь, здесь ну, не грунт, тут же скала. Вода-то куда уходить будет? Вся будет здесь, на полу. Потом все гнить здесь будет. Тольятти, да, твой как раз родной город. Не, в моем понимании всегда было, знаешь, старый город и новый город, большой и маленький. Ну, два района. Центральный автозаводской, есть Комсомольский район, третий, большой. 8 или 9 градусов, честно. Здесь 8, а там 35. сейчас, наверное, уже 40. Пока мы обсуждали внутреннее убранство землянки, периодически попивая чай с вкусным печеньем, время пролетело незаметно, и за окном уже стемнело. По прогнозу, ночью обещали похолодание до нулевых температур, и нам пришлось покинуть теплое и уютное жилье для того, чтобы заготовить дрова. Шум ветра в ушах и работа руками не мешали нам наслаждаться атмосферой уютного отдыха. В такие моменты понимаешь, как порой необходимо выбираться в походы для снятия накопившегося стресса и усталости. Сердцевина. Ага. Так я попробую.
куда она денется, а там сучок просто. Там просто сучок. Сейчас дрова заготовили, я думаю, не только нам хватит их, еще хватит и тем, кто придет после нас. Дров много, еще там оставили большое полено такое. В целом, землянка вообще, я бы, наверное, назвал ее топовой, если можно так выразиться, да. Ну, буду честен, откровенен, и сравнивая со своими землянками, ну, это, конечно, лучше. Чем она мне очень нравится, вот этими толстенными бревнами просто, из которых она сделана, сложена, просто невероятно огромные. И нравится она мне своим антуражем, да, атмосферой, то есть там часы, градусники, какие-то картины, полочки, баночки, кастрюли, одеяло, то есть видно, что землянка живая, то есть в нее приходят постоянно люди, проводят здесь время, отдыхают. Кстати, давайте сейчас тетрадку возьмем. Вот, представляете, тут даже 2 тетрадки, 2 ручки. Тут, кстати, видно, что тетрадку кто-то погрыз, мыши, наверное. Но представляете, сколько здесь записей, да? Тут не один лист. Тут просто капец, как много записей. Обалдеть. Сколько тут. Вся тетрадка исписанная. О, походный оптимист, ничего себе. 28 марта 2020 года. Был один, ночевал, пришел из Яблоневого оврага. Склоны очень скользкие, шел до ночи. Очень был рад. Почерк, конечно, как у меня. Очень был рад, что добрался сюда. Снимал фильм про землянки. Если интересно, найдите YouTube-канал «Походный оптимист». Ну, те, кто смотрит мой канал, я думаю, уже точно нашли канал «Походный оптимист». Офигеть, а 25-го, через месяц приходил «Тайные тропы» и «Калинин Аэро». Вот, мне комментарий понравился. Тут были мужчины 1 штука и женщина 1 штука. Сварили суп и ушли. Сергей и Таня. Да. Некоторые вообще, смотрите, целую тетрадку исписывают, целый лист, да, то есть вот целый лист бумаги, что-то тут пишут. Ну, у людей хорошо с фантазией и с большим словарным запасом, видимо, и с творческим подходом, плюс ко всему. В общем, ладно, вот в этой тетрадке она вся исписанная, я так понимаю, надо, кстати, посмотреть, когда ее начали вести, и потом здесь завели еще синюю тетрадку, журнал посещений, и она была заведена 17 ноября 2021 года. Начинаю новый журнал посещений, старый погрызли мыши. Ну да, видите, я прям угадал, то, что мыши погрызли его. Землянка 63, то есть это может быть вот сам QR-код того, кто создавал. Сейчас выяснил, он написано было Зверев, фамилия человека, кто вообще это все построил. И в пещере, прикинь, тоже это он сделал. Вот так, то есть один человек строил. Ну, прикольно, то есть можно читать как целую какую-то книгу, да, и вот читая вот этот журнал, узнаешь различные истории, чем тут люди занимались, как отдыхали, как проводили время, и поэтому эта землянка мне и нравится больше, чем даже мои, потому что здесь уже прям энергетика людей, которые сюда приходили и посещали ее. Как говорят же, там намоленная церковь, да, ну а здесь такая землянка, в которой было очень много людей. Вот трудно сосчитать, но учитывая, что вот эта тетрадь вся исписана, и я так понимаю, что, возможно, до нее была еще какая-то тетрадь, то, наверное, тут уже человек 200 точно было, но еще и плюс ко всему не каждый записывается. Вот как-то так.
Ладно, сейчас чайку попьем и будем готовить вкусный ужин. А на ужин будет довольно-таки простое блюдо, овощи, запеченные в фольге на углях. Как раз сейчас, пока готовим, в печке прогорят дрова, появятся угли. Ингредиенты, которые понадобятся, это перец, грибы, чеснок, картошка, лук, зелень. Ну, если что-то забыл, сейчас в процессе увидите, чего не хватит, что я не назвал. Поехали. Для начала нужно почистить картошку, чем Евгений занимается. Вот, а я сейчас что тогда буду делать, даже не знаю. Жду картошку. А, ну вот она, появилась уже первая. Сейчас я дома-то картошку чищу. Чистилка специальная. У меня тоже такая, да-да-да. Думаю, зачем ее в поход брать? Уж по походному ножом. А то это как неинтересно. Согласен. Но она сейчас, кстати, не помешала. Ну да. Так, я думаю, наверное, больше не надо. Вот сейчас это последнее, наверное. Потому что надо же дно, ну, выложить картошку и все. Знаешь, я вот режу картошку, да, сюда выкладываю, а стол постоянно гуляет. У меня такое ощущение, что мы куда-то плывем на каком-то корабле. Грибочки порезал, помидор. Помидор можно даже побольше, чтобы посочнее все было. Вот этот сок от помидор очень потом вкусный будет, когда все запечется. По-хорошему надо будет все равно попытаться все это дело перемешать по возможности. Ну, как это получится, я не знаю, посмотрим. Потому что я же еще и специями посыплю здесь. И зелень, и чеснок. Так, чеснок можно уже порезать. Ну и в самом конце чеснок и зелень. Теперь все это дело посыпать специями, вылить остатки подсолнечного масла, которого у нас практически нету. Ну да. Ну хоть что-то да есть. Тут я тоже его не видел. Нету, да? Ну и ладно. И специи. Ты как? Острое нормально? Нормально. Ну, уважаешь или нет? Уважаю, А, уважаю. ну все. А то просто это, я люблю вообще прям побольше. Ну, прям вот. Ну все. Люблю это. В принципе, даже горлодер этот готовит. Побольше чеснока, чтобы ядреное было. Не, горлодер я, кстати, тоже прям люблю. Под пельмешки, под макарошки, там, под мясо, горлодерчик. Вот. Заходит. А, лук. Лук забыл. Точно. А без лука никуда. Ни туда и ни сюда. Ну-ка, сейчас порезать как надо. Ты чё? Все. Овощи упаковали. Теперь нам остается дождаться, когда появятся угли. И после этого уже вкусно поедим, когда приготовится еда. А сейчас есть время отдохнуть, попить чай и поиграть в шашки. Да, в шашки я тоже давно не играл.
Ну а тут они живут, ходят, раз. Ну, то, что крест на крест как-то, да. А назад я не помню, они тоже вроде ходят. Ну убивать можно, не, ходить, по-моему, нельзя, а А убивать, убивать можно да. назад. Да, то есть если ты стоишь здесь, ты раз убить Мгм. можешь, а ходить нет. Так. Вспомнить бы стратегию, какая вообще должна быть. Ну, пусть будет так вот. Так. Заблокировал. Так, незваный гость. Хлеб что надо? Да, я не хочу. Я вообще не особо люблю с хлебом. Вкусно. Картошечка. Угу. И острый как. И картофан готов. Вообще красота. Значит, хорошо. Это лучше. Угу. Обалденно вкусно. Вкусно напоели, хорошо насвиничали. Так, ну как, ну давай. Так, фонарик. Ага. Чтоб уж не мешал. Ну правильно, да. Чай-то уж можно и так. Конечно. Буду. Вдоволь напившись чая с печеньем, да еще и после вкусного ужина, битва со сном была неравной. За окном шумел ветер, который был готов ломать деревья, а мы сидели в теплой землянке с печкой, в которой то и дело потрескивали горящие поленья. Не выдержав такой великолепной атмосферы, мы легли на лежаки и погрузились в царство морфия. Да, отлично поспали. Тепло держит великолепно. Вот сейчас, да, 23 градуса, посмотрели, 23. Обалдеть. Печку мы как затопили вчера. Она, наверное, ну, часа в 2-3 ночи прогорела, да даже, наверное, раньше. И это учитывая, что землянка находится на горе. Здесь постоянно все тепло, по идее, должно выдувать. Но очень-очень тепло и комфортно. Совершенно точно, это самое лучшее укрытие от непогоды, которое я видел, посещал. Как бы это обидно не звучало, даже лучше, чем мои землянки две. Супер комфортно, очень много людей сюда приходило, очень много энергетики здесь. Просто обалденное место в плане пейзажей. На горе находится, да, тут и Волга виднеется издалека, и даже огни города Тольятти видны. Место просто, ну,
шикарная. То есть будем сейчас потихонечку собирать вещи, попьем кофейку и пойдем домой. Дорогу мы хотим другую поискать, потому что вот этот овраг, в него спускаться, потом подниматься, что-то неохота. По спутниковым картам посмотрели вчера перед сном, вроде как здесь есть обход по вершинам гор, можно обойти. Ну вот посмотрим, действительно это так или нет. Сегодня даже не видно Тольятти, там вообще все покрыто туманом. Да и здесь видимость метров, наверное, 150, может, если не меньше. Как я и предполагал, что по утрам тут туманность повышенная. Кофеек попьем. Самый, наверное, важный ритуал — это перед уходом оставить запись в журнале посещений. Сейчас мы тут понапишем. Число какое? Оставляем здесь чай, перчатки, свечи, сахар, там по мелочевке, короче. Дров заготовили для будущих посетителей этой великолепной землянки. И пора уже уходить. Сейчас в тетрадке запись. Какую-то поэму Евгений напишет и пойдем. А как же за такое надо хороший отзыв оставить? Согласен. Правильно там кто-то писал в отзывах, что настоящий 5-звездочный отель. Ну, еще плюс ко всему находится на территории парка Самарская Лука. Просто в живописнейшем месте. Конечно, да. Не часто такое место можно найти и посетить. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и будет вообще великолепно, если напишите какой-то комментарий по поводу этого путешествия, понравилось вам. Может быть, какую-то идею предложите для следующего похода. Это